Итак, финальная стадия. 7 видов обработки. Приклеили плитку. Теперь смотрим, проверяем на отрываемость. Первые две плитки это у нас просто поверх краски 3 раза обработали грунтовкой. Это старая грунтовка, которой почти 5 лет, 4,5 года. Это свежая грунтовка, 3 обработки. Давайте проверять. Ну, слушайте, хорошо держит. Итак, хотел сказать, прошло 5 дней вместо 3, которых я хотел. Ну, чувствуется, что с краской отходит. Ну, крепко держит. Реально крепко. Вот, с краской отрываю. О, краска здесь не помеха, сразу скажу. Смотрите. То есть я дошел. Видите, я вместе с сеткой оторвал, получается. До самой сетки оторвал. Краска потом, значит, идет вот. Обратите внимание, крупным планом покажу. Вот уже шпаклевка идет. То есть обработка трехкратно. Это хорошо. Здесь вот даже не оторвалось. Здесь оторвалось. Видите, даже с сеткой. Вот именно вот здесь вот с сеткой оторвалось. Это супер. Дальше. Вот так поставим. Это была старая грунтовка. Ну, по-моему, то же самое будет. Тоже чувствуется, что отрывается именно вместе с да, также идет отрыв. Я чувствую прям как, ну, прикрепилась, конечно, пропиталась, конечно, отлично. Прям смотрите. То есть о чем нам это говорит? Крупным планом показываю. Вот тут краска. Вот это шпаклевка, которую мы 3 раза пропитали грунтовкой. Смотрите, видите, только сетка осталась. То есть мы так пропитали ее максимально, что аж оторвали вместе с сеткой. Идем дальше. Здесь у нас однократная обработка грунтовки плюс бетоноконтакт. С этой стороны просто однократная обработка грунтовки. Проверим. Грунтовка плюс бетоноконтакт. Отошло легче. Отошло легче, оно и видно, да? Даже вот видно по... Вот здесь вот просто краска отошла. И немножко небольшой слой всего со шпаклевкой. Вот видно. Вот здесь вот только. Так что этот вариант грунтовка плюс бетон-контакт нам не подходит. Давайте здесь сейчас зацепим. Однократная обработка грунтовки. Ну, то же самое видно. Однократная обработка грунтовки до сетки не прошло, то есть не глубокая обработка получилась. В одном месте только взялось до шпаклевки. Это просто краска слезла. То есть пока мне трехкратная обработка нравится очень. Идем дальше. Так, смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас, значит, напоминаю, сняли краску, слой краски, шпаклевка, обработали трехкратно грунтовкой. Здесь обработали трехкратно грунтовкой плюс бетоноконтакт. И здесь просто поверх краски обработали бетоноконтактом. Проверяем. Ну, здесь, в принципе, что и требовалось, как бы. Ну, то же самое, что с грунтовкой, но, честно говоря, если сравнить, вот так сейчас поставим, если сравнить
однократная грунтовка и просто бетоноконтакт примерно одно и то же. Но с бетоноконтактом как-то получше, посильнее держало. Вот это вот самое интересное тоже. Походу вместе с стеночкой буду отлупать. Смотрите, да? Как схватилось, видите? Прям вот здесь вот отходит. Прям гуляет вот. Видите? Как стеночка прям гуляет. Хорошо держит. То есть вот он схватился. Получается как именно... Получается сейчас стоит малярная сетка. Потом идет шпаклевка. Потом была покраска. Сняли верхний слой краски. И полностью 3 раза прогрунтовали. И грунтовка прошла настолько насквозь, что через малярную сетку прошла до нижнего слоя шпаклевки. И все это целиком взялось. Ну, будем отрывать, что же делать. Я вижу, прям отходит вместе со стеночкой. Видите? Ну, прям хорошо. Прям сетку порвал. Давайте так возьмем. Прям сетку. По сути, просто сетку отрываем. Я вам сейчас покажу. Вот. Видите? То есть докуда дошло. То есть 3-кратная обработка плюс бетоноконтакт. Прям на ура. Но при этом мы, конечно, сняли краску. Сейчас пробуем просто по шпаклевке. 3-кратная обработка. И это эффект тот же. Видите, прям отрыв пошел по сетке. То есть пропиталась настолько, что вот здесь вот вся грунтовка, шпаклевка, которая была под сеткой. Видите, вот этот слой. Вся оказалась вот здесь уже рассыпана, просто мы ее вырвали по сути. Ну, просто сетку открываем в данный момент. Вывод какой могу... О, вот это вообще, конечно. То есть, смотрите, да, вот тут видно сразу наглядно. Так вот уберем. Смотрите, наглядно показываю. Просто грунтовка и грунтовка и плюс бетоноконтакт. То есть здесь, если покрошилась, вот здесь вот покрошилась, то здесь даже не покрошилась, она полностью вместе с сеткой целиком оторвала. Что я могу вам сказать? Давайте сделаем вывод, так как мне здесь все-таки вот лучше видно. Сразу скажу. Там мастера и другие личности, которые будут писать, я понимаю, что не было еще полного сцепления, клей не набрал нужную свою прям прочность. И прошло 5 дней, но этого достаточно. Мы сравниваем одинаково, в одинаковых условиях, сравниваем на отрываемость, как вообще будет отрываться. Поэтому этого достаточно 5 дней. Сразу скажу, тут тень сейчас упадет, ну ничего. Что мне понравилось? Прежде всего, конечно, 100% понравился вариант. Видите, если у вас сетка наклеена, малярная сетка, либо паутинка, то при 3-кратной грунтовке снять краску, как я показывал в видео ниже, то просто посмотрите, если получится снять краску, снимите, обработайте 3-кратно без бетоноконтакта. Смотрите как, прям с бетоноконтактом полностью все снимается. Ой, без бетоноконтакта полностью все снимается, вообще супер. Второй вариант, с бетоноконтактом, но бесполезный бетоноконтакт, я вам скажу, по сути своей. Он не дает того эффекта, который бы я ожидал. То есть вот просто бетоноконтакт намазали. Самый лучший вариант, 3-кратная грунтовка при снятии краски. Второй вариант, просто 3-кратная свежая грунтовка. 3-кратная свежая грунтовка поверх краски. Прошла краска, помните, на водной основе. То есть пропитка грунтовки прошла слой краски,
прошла первый слой шпаклевки, прошла сетку малярную, прошла паутинку, там по-разному кто-то что-то делает, и дошла до шпаклевки, которая находится под сеткой. Это второй вариант, который прям мне понравился. Потом идет, конечно, с бетоноконтактом. И уже просто старая грунтовка. Ну, старая грунтовка, сами смотрите, можно просто какой-то слой, если у вас осталась старая грунтовка, то лучше ее помешать. Не мешать, я имею в виду, а обработать однократно. Сначала старой грунтовкой, потом дважды обработать свежей грунтовкой. Все, это лучший вариант. Теперь, я думаю, вывод вы сами сможете сделать. Видите, вот этот вариант идеальный. Все, если вам понравилось, ставите лайк. Итак, подытожим. Конечно же, самый лучший способ это снять краску, снять шпаклевку, в общем, до первоначального вида штукатурки. Тогда у вас не будет никаких проблем. Тогда у вас не будет вообще мыслей отвалится, не отвалится. Какую плитку применить? Тяжелую, легкую, мозаику. Вы можете делать все, что в вашей душе угодно. Да, я сделал именно так, потому что плитка у нас большая, 60 сантиметров на 20. Плюс еще дополнительно пристрой стены мы сделали, поэтому я решил снять краску, снять шпаклевку и именно таким методом сделать. В следующем видео вы можете посмотреть итог. Но всегда есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют это сделать, например, средства не позволяют это сделать дополнительно, возможности, время, еще что-то. Поэтому два способа, которые я все-таки считаю могут быть применены, но при определенных условиях. Первый способ это просто грунтовка в несколько слоев, но учитывать надо, что краска не масляная, а краска на водной основе, через которую проходит грунтовка, проходит до самой шпаклевки. Не менее 3 раз прогрунтовать, а лучше 4-5 раз, но при этом применять плитку не тяжелую. Это важно, либо мозаику. И не на всю стену, а частично. Возможно, у вас такой метод, там какая-то часть стены, либо до середины стены, либо это, возможно, применяется на кухне для фартука, вы сейчас смотрите видео. Тогда это допустимо, это будет стоять, это будет долго стоять, это не рухнет, не отклеится, это однозначно. Еще один способ это все-таки снять краску. На картинке видно, это самая левая плитка, самая первая под номером 1. Это самая последняя, которую я отклеивал. Снять краску и прогрунтовать не менее 3 раз саму шпаклевку. Проходит насквозь настолько, что по видео видно было, как ее просто отдирал вместе с малярной сеткой. Вот куском просто оторвал. Там допустимо, опять же, клеить плитку не очень тяжелую. Ее можно, в принципе, даже на всю стену таким методом, если вы краску сняли и просто поверх шпаклевки. Я говорю, ситуации разные бывают. Это не технологично, но это допустимо. Но при этом нужно тоже учитывать момент, что это с самого основания клеится плитка, что сама плитка имеет опору. Первая линия плитки имеет опору. Эта конструкция вся не висит на стене, это важно. Дополнительно можно по углам время от времени усилять дюпелями. Этот метод нетрудный, просто в углах плитки вы сверливаете при клейке плитки именно. Вы сверливаете так, чтобы потом клей схватил этот дюпель и конструкция целиком еще дополнительно имела контакт со стеной жесткий. То есть я вот считаю так, что лучший вариант полностью все снять. Если нет возможности, вариант с грунтовкой поверх краски, при условии, что плитка не тяжелая и не занимает всю площадь. Либо вариант снять краску и поверх шпаклевки, опять же, неоднократной грунтовкой. Все, всем удачи, пишите комментарии, буду рад.